Всем привет! Вы на канале Планета Земля. И сегодня мы поговорим о мусанге. С уверенностью можно сказать, что многие, но не все мои подписчики редко задумываются о составе вкусностей из магазина. Оно и верно. Меньше знаешь, крепче спишь. Лучше не задумываться о сложных химических названиях, из которого состоит ваше любимое лакомство. Удовольствие от этого в таком случае вы вряд ли получите. Но есть настоящие гурманы, и они платят баснословные деньги, чтобы поесть какахи, причем в самом прямом смысле. Что за дичь? Как так и почему? И может это вымысел воспаленного воображения автора? И при чем тут мусанг? И что за непонятное название животного, которое больше похоже на название коня или машины? Давайте разбираться. Мусанг или малайская пальмовая цвета. Этот зверь обитает на территории Юго-Восточной и Южной Азии. Встретить его можно в Китае, Индии, на Шри-Ланке, Филиппинах и других островах региона. Свою жизнь мусанг проводит в гордом одиночестве. Днем спит, а ночью выходит на поиски пропитания. Несмотря на схожесть в названии, мусанг никоим образом не относится к машинам. Более того, цвета больше похожа на недокошку или недохарька. Но природа — это наше все, и мы просто привыкли к созданиям, которые нас окружают. А у мусанга гибкое тело, острая мордочка и длинный хвост. И это его отличительные признаки. Масса тела колеблется в пределах от 2 до 5 килограмм. Очертаниями тела напоминает кошку, но лапы короткие, с длинными изогнутыми когтями. Уши округлые и тоже короткие. Окрас шерсти тусклый, обычно сероватый или бурый, с рыжеватыми или каштановыми оттенками, с неясными темными пятнышками. На спине часто присутствуют 2 пятна кремового цвета, а в нижней части спины и у основания хвоста темно-коричневые пятна. Хвост обычно темнее тела, украшен характерным кольчатым рисунком. На подошвах лап между 3-м и 4-ми пальцами имеются пахучие железы. Внизу живота узкое продольное железистое поле, выделяющее бурую жидкость с сильным запахом. Зверек вырастает до 1,5 метра, половина из которых хвост. Окрас варьируется в зависимости от места обитания и условий. Мусанг ловок и проворен, и потому с легкостью передвигается как по земле, так и по деревьям. В этом ему помогают острые когти, по кошачьей манере цвета способны их прятать, сохраняя остроту заточки. Эта же особенность дает мусангу возможность успешно охотиться на мелкую дичь. Наш гость с удовольствием трапезничает мясом мелких грызунов и птичек. Также можно разворошить чье-нибудь гнездо, избавив пернатых от бремени родительских обязанностей. Но цвета знает толк в правильном питании, потому, будучи всеядной, скрашивает белковую диету фруктами и плодами. Особенно зверек облюбовал ягоды кофе, и его предпочтения пришлись по вкусу миллионов гурманов. Помет мусанга является одним из самых дорогих сортов кофе в мире – Кофе-Лювак. Секрет драгоценных каках заключается в том, что кислоты желудочно-кишечного тракта зверя очищают и ферментируют кофейные зерна, лишая их внешней оболочки, а вместе с ней и горечи. Благодаря специфической обработке кофе из помета мусанга приобретает мягкий ненавязчивый вкус, отчего и ценится во всем мире. Элитный напиток возник благодаря патологической жадности руководства голландской Ост-Индии, в которую входили острова Малайского архипелага. Голландцы вынудили туземцев выращивать завезенные с Йемена кофейные деревья, но запретили под угрозой физического наказания даже пробовать их плоды. Бедолагам приходилось лишь наблюдать, как гнусные эксплуататоры наслаждаются неведомым им лакомством. Однажды некий очень внимательный крестьянин прогуливался поблизости плантации и обнаружил экскременты, в которых были непереваренные кофейные зерна. Он не отличался излишней брезгливостью, поэтому принес находку домой, промыл, просушил, смолол и приготовил себе и домочадцам таинственный напиток. Его вкус превзошел все ожидания, поэтому добродушный аграрий поделился впечатлениями с соседями, и те вскоре сами отправились собирать фекалии по окрестностям. Долгое время европейцы, узнавшие о таком способе приготовления кофе, считали его варварским и наотрез отказывались от дегустации. Популяризатором нового напитка стал британский предприниматель Джошуа Робинзон. Он первым додумался держать цвет на специализированных фермах и стал производить Кофе-Лювак в промышленных масштабах. Несмотря на то, что почти вся продукция на данный момент вырабатывается на фермах, самым дорогим считаются зерна, найденные туземным способом. Живущие в узких клетках производители ограничены выборы самых спелых ягод, поэтому производимый ими продукт априори вне конкуренции с творением их вольных собратьев. И не стоит путать мусанга или малайскую пальмовую цвету с пальмовой цветой. Хотя как тут не запутаться, когда разница только в слове малайская? И именно мусанг, а не пальмовая цвета, обеспечивает уникальные вкусовые характеристики кофе сорта Кофе-Лювак. В связи с промысловой ценностью животные разводят на фермах, но местные
Местные жители заводят мусангой в качестве домашнего питомца. Зверек, несмотря на одиночный образ жизни, отлично приручается. В странах Юго-Восточной Азии цивета занимает нишу кошки, но в отличие от наших кошечек, зверек становится не только любимцем семьи, но и прекрасным защитником участка от всевозможных вредителей. Хотя это тоже заблуждение. Наши киски тоже способны на подвиги и легко могут расправиться с мышкой или птичкой. А у кого железные нервы или прабабушка была тигром, смелости хватит даже на крыску, хомяка или ласку. Конечно, если живет не среди подушек на последнем этаже многоэтажки, умиляя своим видом наших подписчиков. Так что, дорогие смотрители канала, теперь вы знаете, что есть отходы жизнедеятельности можно не только фигурально, но и буквально. Более того, сей процесс удовольствия не из дешевых. Стоит килограмм настоящего кофе лювак, например, во Вьетнаме около $1000, а в других странах с учетом накрутки и того больше. Вот такие они золотые мусанги. Спасибо, что посмотрели этот ролик. Подписываемся. Не забываем ставить лайки и делиться этим видео с друзьями. Это очень помогает продвижению. С вами был канал Планета Земля.